Нюша – одна из популярных отечественных поп-исполнительниц, которая твердо заняла высокую нишу в российском шоу-бизнесе. Певица, чье творчество и личная жизнь интересуют многих поклонников, добилась и признания и со стороны критиков, многие из которых к ней благосклонны. Личная жизнь Нюши покрыта тайной за 7 замками. В отличие от успехов в карьере, сведения о закулисной жизни звезда не распространяет и считает, что эта сторона жизни не должна освещаться прессой. Но несмотря на скрытность, немного информации на этот счет мы отыскали и расскажем вам. Настоящее имя артистки – Анна Шурочкина. Девушка родилась в Москве 15 августа 1990 года. Интересно, что с музыкой связаны родители Ани, а не профессиональные музыканты. Отец Нюши Владимир Шурочкин – один из участников популярной группы «Ласковый май». В свое время мужчина писал для коллектива песни и музыку. Отец часто брал дочь с собой в звукозаписывающую студию, где малышка начала делать первые шаги в профессии. К сожалению, когда девочке было 2 года, ее родители развелись. У Анны есть сводная сестра, чемпионка России и мира по синхронному плаванию, Мария Шурочкина. Младший брат исполнительницы ставит боевые трюки в фильмах. Когда Ане исполнилось 8 лет, она записала свой первый трек. Это был первый звоночек для отца. Он понял, что она не просто, как многие дети, напевает известные песни, а сочиняет собственные. Тогда Владимир договорился со своим приятелем, который начал преподавать Нюше сольфеджио. Уже через месяц она смогла написать свою первую песню в стиле блюз. По ее признанию, отец всегда ждал от нее новых композиций, а сама она стеснялась ему их показывать. В 12 лет Нюша начала выступать на сцене вместе с группой, которую создал Владимир Шурочкин. Девочка начала петь на английском языке. В те же года девочка была весьма закомплексована. Она была настолько недовольна своей внешностью, что начала носить вещи бабушки, матери и даже отца. Мне нравилось носить эти вещи, чтобы чувствовать себя по-другому, чтобы представлять себя другим человеком. Может даже постараться что-то пережить. Вот такая маленькая актриса была, вспоминала певица. В детстве красивая и богатая жизнь была для Ани лишь мечтой, а не реальностью. Когда она была маленькой, ее семья жила не очень богато. Она же тогда мечтала о красивой жизни и даже врала одноклассникам, что живет в большом доме, где много экзотических животных, и даже для жирафа сделано специальное отверстие в потолке. Артистка считает, что придумывала себе совсем другую жизнь из-за недостатка внимания, ведь ее родители развелись. Отца она видела реже, чем хотелось, а мама часто уезжала по работе. Тогда ей казалось, что с помощью денег можно привлечь внимание. В свое время ходили слухи, что у нее баснословно богатый отец, который помог ей попасть в этот звездный мир. Однако все было далеко не так просто, как казалось со стороны. Владимиру пришлось продать квартиру, в которой он жил со второй женой Оксаной и их детьми. Вся семья переехала в съемное жилье, а деньги были вложены в новый музыкальный проект и тратились на запись песен и съемки клипов. По признанию певицы, им повезло, что их проект стал успешным и принес большую прибыль, ведь они могли, как это часто бывает, просто прогореть. Раньше Нюша занималась тайским боксом, который опять же помог ей стать смелее и понять, что себя нужно защищать. Это на сцене она всегда такая резвая и буйная, совсем как на ринге, а в жизни добрая и милая девушка. Первым успехом в профессиональной биографии Нюши стала победа в музыкальном конкурсе под названием «СТС зажигает звезду». Артистка блистательно выступила в финале конкурса в 2007 году, после чего на нее буквально посыпались предложения от продюсеров. Примерно в это время певица официально сменила имя и в паспорте. Теперь она не Анна Шурочкина, а именно Нюша. По ее словам, родные и близкие долго не могли привыкнуть к таким изменениям и даже сопротивлялись этому. Это был переломный момент. Я построила новый корабль и хотела, чтобы он поплыл по-новому, объясняла свое решение артистка. И вскоре исполнительница представила первый дебютный хит под названием «Вою на Луну». Трек был настолько популярен, что вскоре получил номинации на несколько музыкальных наград. В юные годы Нюша зареклась никогда не выходить замуж без любви и не связывать свою жизнь с избранником лишь из-за его богатства. У певицы всегда было еще одно табу – никогда не встречаться с женатыми мужчинами и не разбивать чужую семью. Однако именно это с ней произошло несколько лет назад. Бывает что-то, чего ты не хочешь, приходит в твою жизнь. Есть те вещи, которые от тебя не зависят, поясняет артистка. Со своим мужем Игорем Сивовым Нюша познакомилась в Казани во время визита с концертом. В тот день ее пригласили на обед с организаторами выступления, в числе которых был и Игорь. Тогда они впервые увиделись и познакомились.
Нюша не сразу согласилась стать его возлюбленной, ведь он был еще женат. Им понадобился год, чтобы решить все проблемы и быть вместе. У Нюши было ощущение, что она встретила невероятно родного человека. Ей казалось, что она откуда-то его знает. Это было так, как будто время остановилось, и она поняла, что человек для нее особенный. Было понимание, что она нашла что-то очень свое. Конечно, с первой встречи она не была уверена в том, что это раз и навсегда, но время расставило все по своим местам. Несмотря на то, что выбор певицы практически никто не одобрил, она решила, что действует правильно. Нюша планировала пожениться на Мальдивах. Девушка надеялась, что на экзотических островах ей с женихом удастся избежать внимания поклонников и представителей прессы. Однако в 2017 году пара поженилась в Казани. Торжество было скромным, о нем знал лишь ограниченный круг избранных. Вскоре певица сообщила радостную новость – она ждала первенца. В 2018 году Нюша стала мамой. Она очень внимательно выбирала клинику уже на раннем сроке беременности. В одной из клиник Майами, куда артистка прибыла перед родами, Нюша родила девочку. Молодая мамочка до последнего скрывала личико новорожденной и ее имя. Только спустя год она опубликовала фотографию малышки и рассказала, что девочку назвали Симбой. О новой беременности Нюша заявила летом 2021 года. Об интересном положении артистки поклонники узнали из клипа на ее новую песню, где на последних кадрах ролика можно увидеть круглый животик Нюши. Вскоре певица сама рассказала о радостной новости в своих социальных сетях и добавила снимок с изменившейся фигурой. Подписчики тут же стали поздравлять артистку, но нашлись и шутники. Комментаторы утверждали, что после Симбы обязательно появится и Пумба. В том же году исполнительница родила сына, которого назвали Сафроном. Нюша – одна из немногих певиц, которые не побоялись сделать перерыв в карьере и посвятить несколько лет семье и детям. Конечно, для нее это непростой период. Она сейчас старается сделать все, чтобы вновь стать одной из востребованных артисток. В семье певицы теперь зарабатывают абсолютно все, и даже дочь Симба, поэтому они могут себе позволить делать друг другу дорогостоящие подарки. Именно такой подарок сделала дива своему супругу на день рождения. Сюрприз от Нюши удался. Когда семья вышла прогуляться по городу вместе с детьми, в какой-то момент звезда включила камеру и незаметно начала снимать. На дороге стояла белая роскошная Феррари. Симба и Мирон, сын Игоря от прошлых отношений, сразу же обратили внимание на машину и подумали, что она сбила столб. Но тут Нюша резко задала вопрос супругу и детям, нравится ли им машина, и хотели бы они на ней прокатиться. И в ту же секунду бросила супругу ключ от спорткара, который стоит ни много ни мало, а каких-то 40 миллионов рублей. Через какое-то время Игорь уже не мог сдерживать эмоций и даже случайно выругался на английском языке. «Но вот такой подарок мне сделала жена. Обожаю ее», – восторженно заявил муж звезды. Артистка не раз говорила, что хотела бы обосноваться за границей, и уже через какое-то время состоятельная пара настолько быстро обжилась в Арабских Эмиратах, что смогли купить там апартаменты. И не абы какие, а элитное жилье в жилищном комплексе на берегу Персидского залива с роскошным видом, который открывается из панорамных окон. Певица поспешила заверить, что не покинула Россию навсегда, но теперь живет на 2 города – Москву и Дубай, из-за бизнес-командировок мужа. Нюша также получает новую профессию в Израиле. Звезда занимается с педагогом по актерскому мастерству, надеясь раскрыть себе иные грани таланта.